Они стали успешны и востребованы, прошли через огромное количество испытаний, критики и немыслимых требований. Они стали настоящими дивами. Некоторым из них удалось сохранить свою человечность, а некоторых звание дивы поглотило полностью. И они решили, что теперь именно она – звезда номер один. Привет, я Надин. И сегодня в выпуске мы поговорим с вами о представительницах шоу-бизнеса, которые получили в свой адрес гордое звание стервы Голливуда. Расскажем вам про их выходки, странные запросы, надменное отношение к обслуживающему персоналу и истории очевидцев, которым довелось пересечься с этими дивами. Ну а сейчас подписывайтесь на наш Телеграм, устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Начнем мы с милой девушки с солнечного острова Барбадос. Рианна, исполняющая такие же милые песни о любви, веселье и грустных отношениях, буквально за пару лет превратилась в новую поп-икону, внутри которой сразу же зародилась дива. Если поначалу все воспринимали ее новый никнейм «плохая девочка» лишь в качестве сценического образа, то время спустя Рири оправдала эти слова на деле. Список ее странного поведения постоянно пополняется. Расскажем обо всем по порядку. Между собой звезды очень часто устраивают терки, а Рианна – одна из тех, кто не против стать их зачинщиком. В 2011-м в эпизоде шоу Fashion Police Сиара рассказала, что столкнулась с Рианной на вечеринке и удивилась тому, насколько Фенти груба, назвав певицу не самой приятной личностью, добавив, что всегда любила и уважала то, что Ри делала. Но после этой встречи разочаровалась в ней. Актриса Джоан Риверс, которая была вместе с Сиарой на шоу, назвала Рианну «сукой». Ри, конечно же, молчать не стала и пошла в Твиттер, где девушки на глазах у всего мира мило побеседовали. Все сразу вспомнили, как Фенти высмеивала музыкальную карьеру Сиары, и пошли слухи, что Рианне она никогда не нравилась. И Ри стала сильно ревновать, особенно после того, как Сиара выступила с Крисом Брауном на церемонии BET Awards. Далее певица задела Кендалл Дженнер. Модель, которая на тот момент была подростком и обычным поклонником Фенти, написала: «Если Рианна не выступит на концерте, я буду очень расстроена». На что Рианна ответила: «Ну не приходи». Часть обрадовались, что кто-то наконец поставил Дженнер на место. Думаю, многим известно, что у семьи Кардашьян-Дженнер очень много хейтеров. А кто-то обвинил Рианну в грубости в адрес подростка. Связь Фенти с Кардашьян была довольно плотной. Ей приписывали дружбу с Хлоей и отношения с Робом, младшим братом сестер. Но на этом неприязнь Ри к Кендалл не закончилась. В 2022 во время Парижской недели моды на показе Off-White во время прохода Дженнер Ри сидела с недовольным лицом, что, конечно же, моментально завирусилось в сети. Еще одним, кому Рианна нагрубила, стал Чарли Шин, который и сам славится своей дурной репутацией. Актер пересекся с Фенти в ресторане и попросил ее сфотографироваться с ним и его невестой. Звезда, конечно же, отказалась. И, конечно же, это вызвало вселенский гнев Шина. Он, находясь слегка под шофе, разразился тирадой против певицы, заявив, что она должна проявлять больше уважения к старшим. Но хорошим манерам Рири явно не научили, и она пошла дальше. Покусилась на святое. В 91-й день рождения королевы Елизаветы певица запустила серию отфотошопленных фото, где королева примерила самые трендовые вещи. На Рианну обрушились с критикой, называя грубой, проявляющей неуважение к королеве, обвинили в плохом вкусе и отсутствии чувства юмора. В 2019-м Фенти опять стала звездой интернета. Во время Return of Porcelain Ball, где бренд Fenty Beauty выступил одним из спонсоров, Рианна во время дефиле Мишель Сен-Лоран агрессивно показала то есть средний палец и послала на 3 буквы. На что Мишель ответила: «Я тебя тоже люблю». Никто точно не понял, что случилось, и была ли это агрессия или какой-то свой личный стиль выражения симпатии. Но опять расплодились слухи, что Мишель что-то шепнула Фенти, что той категорически не понравилось. К своим поклонникам и персоналу Рианна также не проявляет большого уважения. Один из сотрудников, кто работал с певицей, рассказал, что на одном из концертов, где они монтировали сцену, они получили строгие инструкции от турменеджера, согласно которым им не разрешалось смотреть на Рианну, разговаривать с ней. А еще они должны были всегда уступать ей дорогу. В какой-то момент другой сотрудник, толкавший огромный ящик по коридору, случайно преградил Фенти путь. В итоге она начала истерить, как маленький ребенок. Во время тура Diamond певица опоздала на собственный концерт на 40 минут, а некоторые писали, что и больше. И ладно, случаются технические неполадки или еще какие-то моменты. Если о них сообщают, то поклонники спокойно ждут. Но здесь объяснений не было, а на сцену Рианна вышла в состоянии сильного алкогольного опьянения.
На протяжении всего концерта она делала грубые жесты и всем видом показывала, что у нее нет никакого интереса к выступлению. Под шофе Рианну видели не только у себя на концерте. Во время выступления Kings of Leon в Польше девушку засняли под руку со своими телохранителями и менеджерами. Но если вы подумали, что прошлый опыт чему-то научил диву и она стала более пунктуальной, совсем нет. В 2016-м Рианна опаздывала чуть ли не на каждое свое выступление. Во время V-фестивал, который прошел в Эссексе, Англия, певица заставила больше получаса мокнуть зрителей под дождем. Когда она наконец решила выйти, ее освистали, а затем обвинили Ри в том, что она пела под фонограмму и даже не особо старалась в нее попадать. На фестивале Global Citizen история повторилась. Хедлайнер снова не вышел вовремя. Тут ситуацию попытался спасти Крис Мартин из Coldplay, исполнив неожиданный кавер на трек Принца Raspberry Beret. После 2 куплетов музыкант начал импровизировать и шутить, что не знает точно, зачем еще Рианне время. Может быть на макияж, может быть на еще какие-то женские штучки. Но если она затянет еще, он готов спеть кавер снова. Тут ей очень повезло, зрители не обиделись и остались довольны выступлением. Но вот на фестивале Пакл-Пап в бельгийском Хасселте диву уже никто не подстраховал. Она вышла на сцену на целый час позже, сказав, что были проблемы с костюмом. В ответ она получила порцию освистывания. Журналистка Лиз Джонс раскритиковала Рианну и заявила, что она плохой образец для подражания, на что певица накатала большой пост, в котором назвала Джонс «дерьмо журналисткой» и унылым, неряшливым климактерическим беспорядком. Также Фенти неоднократно нападала на своих подписчиков в Твиттере. Одна поклонница выразила обеспокоенность в том, что Ри вернулась к Брауну. В ответ певица написала ей, что та похожа на козу. А в 2014-м поклонница Алексис Картер, вдохновившись ее образом, вместе со знакомой сами сшили наряд на ее выпускной вечер. Фотография Алексис разлетелась по Твиттеру, а Рианна высмеяла девушку, назвав образ нелепым, уродливым и опубликовав 2 снимка, на одном из которых была она в оригинальном наряде, а рядом костюм Картер. Но на фоне обвинений в расизме и том, что Рианна поддерживает мужчин, которых обвинили в жестоком обращении и насилии, все прошлые поступки начинают казаться глупыми капризами. После того, как в 2012-м поползли слухи о том, что Рианна и Крис Браун снова вместе, зародился любовный треугольник. Браун, продолжая встречаться с Каручи Трен, начал возрождать отношения и с Рианной. О темной стороне Криса я подробно рассказывала в отдельном видео. Если интересно узнать, как он оказался на грани повторить судьбу Ар Келли и Диди, посмотрите. Рианна и Каручи столкнулись в очередной твиттер-битве. Вот только Фенти перегнула палку. Она запостила фотографию с пачкой рисовых хлебцев, на которую надела очки и серьги-кольца. Учитывая вьетнамское происхождение Каручи, все поняли, в сторону кого был этот выпад, и обвинили Рианну в расизме. А вот часть поклонников плохой девочки отправились вслед за ней и устроили травлю Трен. Также Ри демонстрировала поддержку Ар Келли, несмотря на обвинения в его адрес, пригласила рэпера Fabolous на свое шоу, который публично признался, что жестоко обращался со своей девушкой. Ее связь с Джей-Зи – это вообще история для отдельного ролика. Если станет интересно, напишите в комментариях, я залезу в эту грязь. Фенти часто упоминали в том, что она с пренебрежением относится к темнокожим женщинам и не против их при удобном случае облить грязью. И что в ее компании работают преимущественно белые. А скандальные отношения с А$АП Роки, который стал отцом ее детей, лишь дают поводов для подтверждения того, что Рианна склонна к расистским намерениям. Рокки неоднократно обвиняли в дискриминации, неподобающем поведении, нападениях, но Ри продолжает отношения с ним. Поклонники, которые разочаровались в Диве после ее выходок, считают, что Рианна просто-напросто словила звездную болезнь. Популярность пришла к ней неожиданно быстро, и она не смогла с ней справиться, теперь считая себя выше всех остальных. Еще одна милая девушка Ариана Гранде после подъема популярности таковой не осталась. То ли последствия работы с Nickelodeon, то ли из-за собственной тревожности, или просто у кого-то начался синдром дивы. Но Гранде часто стала появляться в историях других людей, кто считал ее очень грубой. И обслуживающий персонал, и звезды столкнулись с ее не очень приятным отношением. Частный пилот, работавший с Арианной, рассказал, что певица разгромила салон самолета, была безумно груба и требовательна. Назвал ее той еще стервой, худшим человеком, которого он когда-либо встречал, и после этого больше с ней не работал. Ведущая Джулиана Ранчич рассказала другую историю. Она собиралась взять интервью у Гранде и ждала, когда та подойдет.
У всех публичных личностей есть рабочая сторона лица, чтобы максимально хорошо выглядеть в кадре. Вот и Ранчич стояла с левой стороны, как вдруг почувствовала, что кто-то толкает ее в бок. Ариана также всегда старается быть слева и не собиралась отдавать место телеведущей. Джулиана добавила, что ей намекнули, или она сдвигается в сторону, или никакого интервью не будет. Также сказав, что быть дивой – это нормально, но в том случае, если ты уже достиг больших высот, поставив в пример Мэрайю Кэрри, где ради интервью она была готова встать куда угодно, залезть на что угодно, наклониться, присесть, но Гранде была еще не того поля ягода, чтобы вести себя так. От требований снимать певицу только слева страдали и фотографы на фотосессиях. Перед началом им выставлялся большой список требований, а затем Гранде лично смотрела каждый кадр и требовала удалить все те, что ей не понравились. Были среди фотографов и те, кто не терпел к себе такого отношения и просто уходил со съемочной площадки. Грубой Ариану также назвал бьюти-блогер Джеймс Чарльз. Здесь история, по моему личному мнению, притянута за уши. Потому что случилась она из-за подписки в Инстаграм. Чарльз рассказал, что какое-то время общался с Гранде, она на него подписалась, но затем резко прилетела отписка. Молодой человек пошел выяснять причину, и, как оказалось, дело было в том, что поклонники Арианы не одобрили то, что девушка стала следить за ним, и надавили, чтобы она отписалась. Гранде не стала их разочаровывать и нажала кнопочку. Чарльз обвинил ее, что у певицы отсутствует свое мнение, и она пошла на поводу тех, кто оскорблял его. Спустя 3 года Джеймс переобулся и теперь уверяет всех, что жалеет о сказанном, что он не считает Ариану грубой и все хорошо, мир, любовь, позитив. Он снял обзор на косметику Гранде, всячески хвалил, но теперь ему самому прилетело, что он лжец и волнует его лишь прибыль. Но вот перед актрисой Кассандрой Петерсон, известной всем как Эльвира, повелительница тьмы, Арианна за свое неуважительное поведение извинилась. Кассандра рассказала, что Гранде попросила у нее около 20 билетов для своих родных и друзей, чтобы увидеть шоу Эльвиры. Затем вся команда пришла за кулисы, и Арианна попросила Петерсон сфотографироваться со всеми. Актриса дала всем автографы, сделала совместное фото, а вот когда попросила Гранде сделать совместный снимок, певица ответила «Не, я таким не занимаюсь» и уехала, не оставшись на само шоу. Видео и скриншоты со статьи завирусились в сети. Ариана написала большой пост, в котором извинилась перед актрисой, сказав, что даже не помнит их совместную встречу. В тот период Гранде боролась с сильной тревогой после теракта, который случился на ее концерте, и девушка часто выпадала из реальной жизни. Но состояние дивы поглотило Ариану. Ее грубое поведение все замечали на ковровых дорожках. Она опаздывала на интервью, во время которых не хотела отвечать на вопросы, и упрекала ведущих, что им стоило сначала изучить, кто она такая. Под раздачу попали и поклонники. Она все чаще и чаще отказывала им в совместных фото и игнорировала. Мужчина по имени Дэн О'Коннор, обычный отец 2 дочерей, написал большой пост, в котором подробно описал, насколько Гранде может быть груба со своими поклонниками. Его дочери выиграли конкурс, где подарком была встреча с певицей. Ариана вела себя крайне пренебрежительно, а после того, как девочки сделали фото, потребовала их удалить. Одна из девочек попросила оставить хотя бы одну, на что Гранде молча повернулась к своему охраннику и сказала, чтобы тот проследил, чтобы все было удалено. После того, как история стала разлетаться по СМИ, представители певицы заявили, что ее поведение объяснялось тем, что Ариана была в трауре и скорбела по своему дедушке, утверждая, что она сама написала девочкам сообщение с извинениями, опубликовав скриншот. Но О'Коннор написал в ответ, что его дочери не видели такого письма, а в подарок от встречи получили лишь разочарование. Ариана постаралась очистить свою репутацию, заявив, что это нонсенс, что настоящие фанаты знают, какая она, ее семья, друзья и окружение также могут подтвердить, что у нее нет комплекса дивы. И это главное, все остальное бред и сплетни. Поведение нашей следующей героини обсуждал, наверное, каждый. Дженнифер Лопес по сей день считается одной из самых трудолюбивых и упорных звезд. Но также за собой она имеет звание грубой и требовательной дивы. И началось это поведение не в пик ее карьеры, а с самого начала. Актриса Рози Перес в своей книге рассказала о поведении Дженнифер во время ее участия в группе Fly Girl и шоу In Living Color, где Рози выступала в качестве хореографа. Она поделилась, что Лопес с первых дней не поладила с другими участницами, которые часто жаловались Перес, что Джен делала все так, как она хотела, с костюмами, макияжем и ни во что их не ставила.
А в один из съемочных дней Лопес сорвалась и набросилась на Рози, крича и колотя себя в грудь, что Перес придирается исключительно к ней, что она работает каждый чертов день, но ее труды не замечают, обращаются как с дерьмом. Она лучше любой из этих девушек, и Рози прекрасно об этом знает, но специально продолжает игнорировать. Их вражда растянулась на годы. В 2002-м режиссер фильма «С меня хватит» Майкл Эптед признался, что не решался работать с Дженнифер после того, как появились слухи о ее поведении дивы. Но после личной встречи они поладили, правда, ненадолго. Как только закончилась часть переговоров, Эптед банально не мог дозвониться до Лопес, которая постоянно была чем-то занята, приготовившись к самому худшему. Но внезапно был удивлен тем, как изменилось поведение Джен, когда она приступила к съемкам. Лопес была очень сосредоточена и подходила ко всему ответственно. Но это оказался тот случай, когда режиссер имел больше влияния, чем актриса. Со своими коллегами столь мила Лопес не была. Джейн Фонда также раскритиковала Дженнифер за ее грубое поведение на съемках и «Если свекровь монстр». А во время знаменитой сцены с пощечинами Лопес настолько сильно ударила Джейн, что рассекла ей бровь. Но даже не извинилась и просто ушла. Ну и, конечно же, колкие высказывания были в адрес других. Так она заявила, что не считает Мадонну хорошей актрисой. Актерство – это то, чем она занимается, и не в восторге, что кто-то относится к ее ремеслу небрежно. Не помнит ни одной роли Гвинет Пэлтроу и слышала больше про ее отношения с Брэдом Питтом, чем о кинопроектах. Что Вайнону Райдер любят так себе, она талантливая, но Лопес никогда не слышала, чтобы кто-то страшно восхищался ею. Что Кэмерон Диаз просто удачливая модель, на которую упали возможности, и посоветовала ей лучше ими пользоваться. А вот Сальму Хайек Дженнифер назвала обычной секс-бомбой, и что именно такие роли она постоянно и играет, назвав себя при этом многосторонней актрисой. И обвинив Хайек во лжи за то, что та несколько раз говорила, что роль Селены предлагали ей. Ну и выступление с Шакирой на Супербол Лопес назвала худшей идеей. Она посчитала это за оскорбление, что на шоу, где обычно один хедлайнер, пригласили 2 латиноамериканок, у которых было не больше 30 секунд на одну песню. И если звезды легко могут дать ей отпор, обычным людям приходится терпеть ее странные запросы и выходки, чтобы не лишиться работы. Самым, возможно, глупым запросом считается правило запрета зрительного контакта. Никто, абсолютно никто не должен смотреть Дженнифер в глаза. Если вы нарушили данное правило, вас, скорее всего, тут же уволят. По крайней мере, Лопес приложит все усилия, чтобы это случилось. Распространяется это даже на водителей. Им запрещено смотреть в зеркало заднего вида, дабы не пересечься взглядом с Джен. Бэк-вокалистки, работавшие с ней после выступлений, сразу же отказывались возвращаться назад, рассказывая, что Дженнифер настолько не уверена в собственном пении, что под раздачу попадали те, кому таланта природа дала поболее. Еще у Лопес есть повернутость на астрологии. Если вы дева, то вы не подойдете к ней. Очевидцы лично видели, как певица зашла в комнату и с порога спросила, есть ли среди присутствующих девы. Те, кто поднял руку, в этот день ушли домой пораньше. Также среди странных требований значится, что ее багаж никогда не должен касаться земли. На одном из выступлений она запросила специально подобранный скоростной катер, пару наушников, инкрустированных бриллиантами, и вертолет, который должен был находиться в режиме ожидания. Далее Дженнифер требовала полностью белую гримерку. Некоторые даже поговаривали, что белый цвет должен был быть точь-в-точь таким, как ее зубы. Белые свечи, белую еду и много цветов. Конечно, конкретных. И тоже белых. Неоднократно Лопес замечали из-за грубостью к обслуживающему персоналу. Один из официантов не побоялся и раскритиковал певицу за то, как она демонстративно забрала часть чаевых, которые оставил Аффлек, посчитав, что он положил слишком много. А телеведущая Меган Маккейн рассказала, что у президента свита меньше, чем у Дженнифер. Она никогда не видела, чтобы кто-то из звезд приходил на шоу с таким количеством людей. У нее даже был отдельный человек, в обязанности которого входило просто стоять и держать зеркало с подсветкой. А после совместной беседы Маккейн назвала Лопес не самым приятным человеком. Когда у Дженнифер напрямую спросили о ее репутации трудной женщины, звезда ответила, что не беспокоится об этом. Люди привыкли вешать ярлыки на тех, кто, скорее всего, просто серьезно относится к своей работе. И только стоит всем с ней познакомиться, как мнение сразу же изменится на противоположное. Несмотря на свою лучезарную улыбку, красотка Джулия Робертс с таким же лучезарным характером похвастаться не может. Уже в историю Голливуда вошла не одна история о том, насколько она трудный человек.
В 1994-м на экраны вышла картина «Я люблю неприятности», где компанию Робертс составил Ник Нолти. Несмотря на химию на экране, за ее пределами актеры не поладили от слова совсем. Джулия была склонна к вспыльчивым истерикам, а Нолти намеренно изо всех сил пытался раздражать ее еще больше. При любой возможности две звезды снимали сцены с дублерами, чтобы им не приходилось смотреть друг на друга. Далее в интервью Робертс заявила, что у нее осталось ощущение, будто Нолти специально старается оттолкнуть людей и ведет себя отвратительно. Ник молчать не стал и в ответ сказал, что Джулия не очень хороший человек, и все это знают. О сложной работе с Робертс рассказал и Стивен Спилберг, когда они работали над «Капитаном Крюком». Во время съемок Джулия переживала разрыв с Кифером Сезерлендом, что якобы повлияло на ее поведение на съемочной площадке. Спилберг сказал, что это было явно не самое удачное время для их совместной работы. Оскорблять Джулию Стивен не стал, назвав хорошей актрисой. После выхода «Стальных магнолий» стали появляться заголовки о том, что режиссер Герберт Росс зарекомендовал себя как самый жесткий и требовательный режиссер. И больше всего от него досталось Робертс. Он часто нападал на нее и доводил до слез. Но другие поговаривали, что Джулия сама провоцировала его, и были поводы, за что Герберт ее не взлюбил. А вот в 2013-м Джулии довелось поработать вместе с Мэрил Стрип над фильмом «Август. Графство Осейдж», после которого Стрип явно не взлюбила Робертс. Источники начали рассказывать прессе, что Джулия настояла на изменении концовки, дабы ее экранного времени стало больше. В оригинальной концовке был кадр со Стрип, но Робертс якобы сказала, что Мэрил выглядит такой грустной на экране, что это угнетает. Может быть, камера сможет просто сфокусироваться только на ней. Стрип была в ярости. Она не явилась на премьеру на кинофестивале в Торонто и больше никогда не будет работать с Джулией. Свой трудный характер Робертс показывала и вне работы. В 1993-м она прекратила общение со своим братом Эриком. Дело было в вопросе опеки над дочерью Эммой. Актриса встала на сторону Келли Каннингем, бывшей девушки Эрика, опасаясь, что ее брат из-за своих зависимостей не справится с воспитанием ребенка. В 2004-м они помирились, и Робертс стал выдвигать свои теории и мысли о том, насколько сильно пресса раздула их разногласия. Также предположив, что Джулия решила отдалиться от него, потому что все продолжали видеть в ней младшую сестру Эрика Робертса, который и помог звезде Джулии загореться, хотя она сама уже стала востребованной актрисой. Вероятно, ей это надоело, и она сказала: «Я больше не хочу слышать его имя», заключил Робертс. Но на этом терки с семьей не закончились. В 2013-м стали писать, что Джулия отказалась участвовать в свадьбе сводной сестры Нэнси Моутс. Сообщается, что Робертс была не в восторге от будущего мужа Нэнси. Источник добавил, что Джулия убеждена в том, что ее сестру обманывают и хотят сесть на шею. После того, как Нэнси получила должность помощника продюсера в сериале «Хор», мужчина бросил свою работу. А также, что счет за свадьбу придется оплачивать ей, а не молодоженам. Но к алтарю Нэнси не дошла. 9 февраля 2014-го она скончалась от передозировки. Не поладила Джулия и с возлюбленными своих друзей. Ее дружба с Джорджем Клуни началась уже очень давно, но вот в жизни Джорджа появилась Амаль, и в 2016-м на премьере фильма «Финансовый монстр» Клуни имел наглости привести девушку с собой на красную дорожку. Сплетники, конечно же, понесли, что Робертс была не слишком рада, что ее звездное время украдет другая. Кроме того, Амаль вышла в потрясающем желтом платье и моментально выделилась на фоне Джулии. Робертс решила отомстить и начала флиртовать с Клуни прямо на глазах у жены, что, конечно же, взбесило Амаль. Она отвела Джорджа в сторону и отчитала, что, если верить словам очевидцев, очень рассмешила Джулию. Подобные ситуации у актрисы случались и в личной жизни. Она надевала футболки с намеком, дабы унизить бывших жен, преследовала своих возлюбленных, а также роль сбежавшей невесты Робертс исполнила не только на экране. Она разрывала помолвки практически за пару дней до свадьбы. И в целом вся история ее личной жизни тянет на отдельный выпуск. Поэтому не будем углубляться и поговорим о других героинях. Из-за ролей сильных и независимых женщин очень многие считают, что Шарлиз Терон и в жизни такая же холодная и угрюмая. Актриса много раз это опровергала, но пара моментов, где она показала свой характер и поплатилась за свою прямолинейность, все-таки были. Об одном случае, когда она не смогла сдержать язык за зубами и выставила себя полной дурой, Шарлиз рассказала сама. Находясь в аэропорту, она с матерью столкнулась с мужчиной, который вел себя грубо по отношению ко всем.
Актриса, недолго думая, начала покрывать его оскорблениями на родном африканс, думая, что он не понимает ни слова. Как вдруг мужчина обернулся и на таком же чистом африканс выдал ей, что все понял. Шарлиз настолько растерялась, что даже не смогла придумать достойного ответа. Но вот на съемочной площадке она никогда ни с кем не церемонилась, особенно со своими партнерами. Во время съемок «Безумного Макса», которые Шарлиз считает одними из самых сложных из-за их условий, ее нервы сдали. В очередной день, когда Том Харди снова решил явиться с опозданием, заставив всех ждать, актриса, не стесняясь выражений, закричала на всю площадку: «Оштрафуйте этого чертового ублюдка на $100 000 за каждую минуту, из-за которой мы все тут задержались». Том бросился в ответную атаку, и звезды серьезно поругались. Шарлиз затем рассказывала, что в какой-то мере даже начала бояться Харди, особенно когда дело дошло до съемок драки. В конце концов, эти двое помирились, все осталось на месте прошлых тяжелых съемок, но желтым изданиям всегда нужно о чем-то сплетничать. Поэтому этот инцидент продолжают выставлять как грубое поведение Шарлиз. Не поладила актриса также и с Тоби Магуайром. Во время съемок «Правил виноделов» они то и дело начинали скандалить, хотя на экране должны были изображать влюбленную пару. Шарлиз призналась, что не поладила с Тоби, но и это осталось в прошлом. А вот если верить слухам, которые пришли со съемок «Форсажа», то тут актрисе играть неприязнь к Вину Дизелю не пришлось от слова совсем. Она настолько его не взлюбила, что теперь вряд ли когда-нибудь еще согласится поработать вместе. Источники стали сливать таблоидам, что Дизель не проявлял к Шарлиз ни капли уважения, говорил ей, где стоять и как она должна читать строки. Твердый характер не стал терпеть такого отношения, и они начали конфликтовать. Конкретных подтверждений этих слухов нет. Ни сами актеры, ни их окружение не подтверждали случившееся. Возможно, ситуация была в разы скромнее, но, как обычно, все раздули до вселенских масштабов. Еще прессу наводнили слухи, что обиделась на Шарлиз и Джулия. В одном из интервью актриса рассказала, что никогда не видела себя Джулией Робертс, человеком, который может играть в романтических комедиях. Поэтому решила держаться от них подальше, потому что понимала, что не может в них ничего привнести. Естественно, сразу появилась информация, что Робертс эти слова задели, она сочла их грубыми и неуважительными. Но некоторое время спустя окружение Джулии сами заявили, что это никак ее не затронуло. Проблемной Шарлиз назвали и на съемках «Скандала». Она исполнила роль бывшей телеведущей Fox News Меган Келли. Очередной неизвестный источник пошел к прессе, рассказывая, что Келли очень сильно разозлилась из-за того, что Террен отказалась встретиться с ней перед началом съемок, чтобы лично узнать человека, которого ей следовало сыграть. Все это в очередной раз опровергли, заявив, что Келли не принимала участия в создании фильма и не ожидала личной встречи с Шарлиз. Ну и пошла информация о грубом поведении актрисы, что она не была довольна монтажом, конфликтовала с режиссером и заставляла съемочную группу ходить вокруг нее на цыпочках. А актриса Тиа Маури рассказала о личной встрече с Шарлиз, где столкнулась с ее грубостью. Маури рассказала, что произошло это в тренажерном зале. Она поздоровалась с Террен, в ответ на что ей закатили глаза и сказали «Боже мой». Тиа уверяла, что не была навязчивой, а Шарлиз показала себя очень злой. Террен в ответ поставила под сомнение достоверность этой истории и сказала, что даже не помнит эту встречу. И если она была в тот момент не в духе, в ответ бы никогда не закатила глаза, а просто сказала бы «отвали». В конце концов, Маури заявила, что, как обычно, все раздули, ситуация была вполне обычной, она уважает и любит Шарлиз. А случившееся раздули до того, что Террен даже после этого контакта пыталась выгнать Тиу из зала. Шарлиз сама неоднократно говорила, что постоянно сталкивается с трудностями из-за своего характера. Она всегда прямолинейно и откровенно говорит, что думает, из-за чего все считают ее холодной и жесткой, когда она на самом деле вполне дружелюбна. По мнению актрисы, этого в ее адрес добавляют и роли, которые она играет, персонажи, которые зрителям не нравятся. Некоторые считают, что она превышает свои полномочия как актриса и не должна говорить о вещах, которых не понимает. Ее уверенность часто интерпретируется как высокомерие и раздражает людей. В ее адрес постоянно пишут, что она должна быть более дипломатична. Но, по всей видимости, Шарлиз все равно на все эти высказывания. Она запросто назвала отношения с Шоном Пеном пустой тратой времени и позволила своему приемному сыну расти в том образе, в котором он сам захотел, заявив миру, что еще в 3 года он решил, что хочет стать девочкой, что, конечно же, вызвало массу недовольств. Любимица Микки Мауса Кристина Агилера довольно быстро сбросила амплуа соседской девочки. Все помнят ее дерзкие эксперименты со своим образом и музыкой, но также все запомнили и ее дерзкое поведение. Очень многие коллеги по цеху называли Кристину грубой.
Звезда дрянных девчонок актер Дэниел Францисси рассказал, что не ожидал от Агилеры, что она та самая дрянная девчонка. Дэниел был очень рад, что увидится с Кристиной. Он подошел к ней, представился и сказал, что исполнил ее трек «Beautiful» в фильме «Дрянные девчонки». На что услышал «никогда этого не видела», после чего Агилера сразу же развернулась и ушла. О надменном отношении поведала миру и Аврил Лавин. Она точно так же подошла к Кристине, чтобы познакомиться, на что получила фальшивую улыбку. Добавив, что Бой Джордж, от которого она как раз и ожидала такого поведения, оказался в разы дружелюбнее. Столкнулась Агилера и с другой дивой. Кристина рассказала о встрече с Мэрайей Кэри. Случилось это на вечеринке, где, по словам Агилеры, Кэри перебрала с алкоголем, наговорила ей кучу неприятных слов и, вероятно, также была под действием каких-то препаратов. Мэрайя узнала об этом и быстро поставила Кристину на место, сказав, что надеется, что сейчас певица в лучшем положении, чем тогда, когда она заявилась на вечеринку Кэри без приглашения. Позже Агилера выступила с заявлением, где обвинила прессу, что те, как обычно, вырвали слова из контекста, и что у нее и в мыслях не было оскорблять Мэрайю. Участники британского бойсбенда The Wanted также остались с не самыми приятными впечатлениями от Кристины. В 2012-м группа выступала на шоу The Voice, где Агилера была одной из судей. Часть участников назвали ее грубой и надменной, а Том Паркер не стал подбирать слова, назвав певицу полной сукой, которая принципиально с ними не разговаривала. Позже парни продолжили разговаривать на эту тему, немного смягчились, сказав, что плохой день бывает у всех. Но в мире существует набор самых базовых манер, и хотя бы их можно было соблюдать. Мэри Джей Блайдж стала героиней еще одной неприятной встречи с Кристиной. Тут, если Мэри не преувеличивает, Агилера словила не просто диву, она возомнила себя королевой. Блайдж подошла поздороваться, на что Кристина протянула руку, чтобы Мэри ее поцеловала. Блайдж, конечно же, была в шоке, назвав Агилеру самой противной личностью, с которой она когда-либо встречалась. И специально говорит об этом миру, чтобы все узнали правду, если вдруг Агилера начнет выдумывать причины, почему Мэри Джей Блайдж не хочет записать с ней песню. Пожалела о совместной работе и Пинк. Девушки вместе записали суперхит «Lady Marmalade». И образ дивы у Кристины был не только в видео, его Агилера активно поддерживала и за кадром. Пинк рассказала, что во время съемок случайно села в кресло Кристины, на что дива закатила истерику и готова была сорвать съемки, а также настояла, что большую часть ведущих партий в песне должна исполнить именно она. На этом разборки не закончились. После они столкнулись в клубе, где ситуация практически дошла до драки. Агилера замахнулась на Алишу, в ответ на что Пинк смогла только рассмеяться. Учитывая спортивное прошлое Пинк, Кристина выбрала себе оппонента явно не из той весовой категории. Ну и, конечно же, бесконечные сравнения с Бритни. Пресса и без того постоянно притягивала ситуацию вокруг них за уши, но пару раз Кристина подливала масло сама. Здесь в двух словах не расскажешь. Если хотите узнать подробнее, дайте знать в комментариях. Довольно неплохой доход Агилера получила, сидя в судейском кресле The Voice. Однако в 2018-м дива раскритиковала шоу, назвав его энергетическим уничтожителем. Что после первого сезона все изменилось, что она пришла в этот бизнес не для того, чтобы быть телеведущей и получать все эти правила, что из-за того, что она женщина, ей часто говорили, что надевать и говорить. Позже выяснилось, что гонорар за сезон с 17 миллионов понизили до 12,5. Вероятно, критика в адрес проекта полилась именно из-за этого, а не из-за всего того, что Кристина перечислила. СМИ предположили, что зарплату ей урезали как раз за ее характер. Она настолько раздражала всех на съемочной площадке, что просто не стоила тех средств, что ей платили до этого. Источники делились с журналистами, что Агилера часто опаздывала и даже вида не подавала, что это из-за нее задержалась съемка шоу. Никто ни разу не услышал от нее извинения за свое поведение. И всем страшно надоели ее стычки с Адамом Левином. Среди съемочной команды выработалась целая система защиты. Как только Кристина начинала с кем-то скандалить, к ней сразу подбегали визажисты и начинали поправлять макияж, лишь бы она замолчала. Также среди ее требований было наличие сотрудника, единственной задачей которого было каждые 30 минут делать ей массаж ног. Стычки с другими судьями, порой бессмысленная критика участников, естественно, продюсеры приняли решение обратиться к другим исполнительницам. Но если работать с Агилерой было сложно, работать на Агилеру еще хуже. Персонал дивы меняется чуть ли не ежедневно. Она ни во что не ставит людей, которые работают по дому. Однажды она вызвала сотрудника с другого конца дома лишь для того, чтобы тот подал ей полотенце, которое находилось в паре метров от нее.
Извиняться за ее поведение и платить за молчание приходится Мэтту Ратлеру, с которым она помолвлена с 2014 года. К слову, в 2011 пару задержали за вождение в нетрезвом виде. Кристине в тот день никаких обвинений не выдвинули, потому что она была просто недееспособна. Певицу продержали в участке, пока она не протрезвела. Через 3 недели ситуация повторилась, но здесь уже был нанят водитель. Друзья Агилеры делились, что на протяжении всего пресс-тура к фильму «Бурлеск» Кристину приходилось нести домой. А на одной из вечеринок, которую устроил Джереми Реннер, она опять настолько напилась, что заползла в его кровать. На все это дива ответила, что стала обычной жертвой СМИ. Она не садится за руль в таком состоянии, никаких преступлений не совершала, а когда ее задержали, полиции просто было скучно в ту ночь. Ну и, конечно же, знаменитая стычка с Микки Маусом. В тот день Агилера решила отпраздновать свой день рождения в Диснейленде. Там она, конечно же, увидела любимый талисман, точнее какого-то несчастного сотрудника в костюме Микки, и потребовала позировать для фото с ней. В этот момент бедная сотрудница шла на свой короткий перерыв. Когда Кристине сказали, что ей нужно подождать, она пришла в ярость, начав всех оскорблять и кричать «Да вы знаете, кто я?». После того, как ее команда начала угрожать, сотрудницу увели в безопасное место и вызвали службу безопасности. Но пока сотрудники добрались, Кристина с командой решили быстро покинуть место преступления. Ну и на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца, делитесь в комментариях, о чьих выходках слышали вы еще, ставьте лайки, подписывайтесь на нас везде, где только сможете и захотите, а мы пошли работать над новым видео. Увидимся совсем скоро.